искатель, являемся искателями. Наши вопросы — это показатель этого. I read all the 3 questions, and based on that, I thought it will benefit everyone who has even not asked the question to find today's talk very interesting. Гуруджи прочитал все 3 вопроса, и он считает, что нам всем будет интересно, если сегодняшняя лекция будет построена на ответах на эти вопросы. So the first message, Namaste, at the beginning of our journey, that my life was getting better, I was a good person. It is like this, my life really improved because I try to control the reaction. Первое сообщение начинается с «Намасте». Я был хорошим человеком, и я себя как бы улучшаю с помощью контроля своих реакций. But when I have a reaction, it hurts. I feel that I'm not that good person. Но когда я это делаю, и это причиняет мне боль, то мне кажется, я не настолько хороший человек. Yajna topic that we have taken up for the last couple of weeks makes us aware that we are beyond that bad person. We are beyond that hurt. That is what we have to realize. Then only we can get rid of this hurt. Яджна и эти практики яджна, о которых мы говорили на прошлых занятиях, позволяют нам понять, что я находится за пределами этого плохого человека или того, что мы считаем плохим человеком. So there is some problem with understanding. То есть определенная проблема с пониманием. So the person further writes, the first situation was that when I was talking to my friends, they said things about me that I did not want to hear and that were unpleasant to me. The only way in my mind how not to react was get out and stay alone for a few days. И дальше этот человек пишет о ситуации, когда он говорил со своим другом, и тот говорил ему вещи, которые ему было неприятно слышать. И выходом из этой ситуации он для себя выбрал как бы остаться сам с собой, побыть наедине с собой на протяжении нескольких дней. And now see, when I'm living alone, during that time, I was thinking, got angry and cried. So the problem is not solved. So I have some misunderstanding. И теперь этот человек, будучи один, в одиночестве, все равно кричит и злится, плачет. То есть проблема этим одиночеством не решается. То есть нужно найти решение. But watching, listening to our last lecture, I gave up. Who gave up? I gave up myself to the ego. That is why I'm suffering. I have to give up ego. Но послушав предыдущую лекцию, этот человек пишет: «Я сдался». А Гуруджи на это говорит: кто сдался? Человек сдался своему эго. А вместо этого он должен был, его эго должно было сдаться. So today I will make you understand practically. Today is totally a practical session. И сегодня Гуруджи попытается нам это все объяснить, так чтобы мы поняли на практике. Сегодня чисто практическое занятие. The next situation was with my daughter. She used to say hurtful things to me, like I was a bad mother because her father and I broke up.
Следующая ситуация, пишет этот человек, была с моей дочерью. Она говорила обо мне плохие вещи, потому что мы расстались с ее отцом. This is what the contemplation and reflection is. Only I have to change the direction. Я должен обдумывать и размышлять, и размышление и обдумывание – это изменение направления ума. So I was angry inside because I'm trying to give her all I can, my love, my care, my attention, my comfort. And in lieu of giving my love, care, and comfort, I have an expectation. At least you should say that I am a good person. So it means that I am caught in likes and dislikes. I have to transcend that. И у меня внутри возник гнев, связанный с тем, что я подарил, не знаю, пол того человека, который написал это, своей дочери слишком много заботы, много дала комфорта, много всего для нее сделала, и она хотя бы должна была назвать меня хорошей матерью, то есть женщиной. Это означает, что у меня есть ожидание того, что дочь должна по отношению ко мне сделать. So you told me that if I did not control my reaction, things would get worse. No, you need not to control it. You have to recognize that these reactions do not belong to you. И дальше она пишет, что Гуруджи сказал, что если не контролировать эти эмоции, то тогда все станет гораздо хуже. На что Гуруджи отвечает: нет, контролировать здесь не нужно, нужно просто заметить, что эти эмоции нам не принадлежат. So this is the process of contemplation and reflection, and when you are stuck, teacher is there with you. И в этом и заключается процесс размышления и обдумывания, и когда мы застреем в этом процессе, то нам учитель поможет выбраться. So I'm not reading another mail which is more philosophical. You are simply writing to me at the intellectual level. It has not gone inside. You may talk about change in attitude, but it doesn't work that way. You have to contemplate more. Гуруджи не будет читать второе сообщение, которое написано в философском стиле, и этот человек, который написал, он мог говорить о изменении в своем поведении и отношении, но это все у него на интеллектуальном уровне происходит, а он должен более глубоко задуматься. And then another email that regarding dealing with an anger. So the person writes, I'm not even divulging you the gender. It turns out to notice the emergence of negative emotions. After good practice, there are no negative reactions, but the condition is temporary. И затем еще один имейл от человека, который описывает свой гнев. Он говорит о том, что после практики нет негативных эмоций, но это состояние является временным. So in certain life situations, I observe how these reactions arise, but I do not want to forcibly suppress them and give them the opportunity to come out. И в жизненных ситуациях, в повседневной жизни я замечаю, как эти эмоции возникают, но я не хочу насильно их подавлять или давать им возможность выйти. Because I think that suppression will harm my psychological state. Am I doing the right thing? Потому что думаю, что подавление повредит моему психологическому состоянию. Поступаю ли я правильно?
So you are angry over me and you want to slap me. So don't suppress your anger, slap me. Если ты зол на меня и хочешь меня ударить, то не подавляй свой гнев, ударь меня. You wake up in the morning, you are angry over your dad, go and abuse your dad because you are releasing your anger. Если ты проснулся утром и ты зол на своего отца, то пойди и ударь своего отца, потому что таким образом ты свою злость выпускаешь. How many times you are going to release your anger if you are claiming that I need not to suppress my anger? Сколько раз я таким образом буду отпускать или выпускать свою злость, утверждая, что мне не стоит ее подавлять. Eastern wisdom educates our mind totally in a different way. It has nothing to be suppression. If the anger is present, whether you suppress it, whether you do not suppress it, it will continue working in your life. Восточная мудрость нас учит, что неважно, будем ли мы подавлять или не подавлять свой гнев, он будет продолжать влиять на нашу жизнь, работать в нашей жизни. So let me summarize. I've been talking about Yajna or Yajna. First definition of Yajna is to recognize the false notion of being a self-made man. Давайте еще раз поговорим о Яджна, практиках Яджна, которые Гуруджи объяснял на прошлых занятиях. Первое определение этой практики – это заметить неверное представление о том, что я сам всего достиг в этой жизни. Second definition, after recognizing these false notions, I have to drop it, dissolve it, and destroy by the intellect, by understanding. На втором этапе, после того, как я понял эти неверные представления, я должен с помощью интеллекта избавиться и растворить их. So when I feel that I'm hurt, third definition of Yajna I gave you, that I have to see what is who am I in the space and the time, in the entire universe? I'm nothing. И третье определение Яджны, которое Гуруджи давал, это после того, как мне стало больно, я должен задать вопрос, кто я по отношению к этой вселенной, понять свою малозначимость, незначительность. For example, you are angry over someone hurts you, and now you have started thinking mentally, what is my place in this universe? How smaller I am as compared to the entire space, not even like a dust particle. So there your ego melts and you get out of the anger in the heart. Например, кто-то меня разозлил, и в этот момент мне стало больно, и в этот момент я должен это заметить и начать размышлять следующим образом. Насколько я незначителен по отношению к этому миру, к этой вселенной. Я даже меньше пылинки вешу. Значение мое меньше, чем значение пылинки. Такое рассуждение поможет растворить этот гнев, избавиться от него. After all, you are hurt, you react, you are angry. Behind that there is an ego. And now the ego is minimized to a dust particle. Anger is gone. You need not to suppress it. You need not to release it. It is not there. В основе этого гнева, в основе этой боли находится эго. И теперь, после такого размышления, это эго уменьшилось до размера пылинки. И гнев
им порожденный также исчез, растворился, нет тогда уже необходимости его подавлять или наоборот отпускать. So I said, change in the attitude is very important, and change in the attitude can take place here and now. Так Гуруджи утверждает, что изменение отношения очень важно, и это изменение отношения может случиться здесь и сейчас. And the attitude has two components. One is thought, and other emotions and the feeling associated with the thought. И отношение состоит из двух частей. Первая – это мысль, а вторая – это эмоции и чувства, которые связаны с этой мыслью. See, I make a statement, you are very bad. So what happens? Some emotion erupts in your mind. Thought with a feeling and emotion. Например, кто-то вам говорит, вы плохой человек. Что происходит? Сразу у вас возникает в этой связи какая-то мысль и эмоции. I believe you all are seekers. That's why I'm talking to you. Мы все здесь искатели, поэтому Гуруджи с нами так общается. Now pick up where we get hurt, where we get angry, where we are upset. I have already given you list of different states of the mind: money-mindedness, monkey mind, stressed mind, angry mind, like and dislike mind, how to deal with that. Теперь, когда мы заметили, что нашему уму больно, что он злится или он расстроен, нам нужно понять, в каком месте он расстроен, кто именно расстроен. И здесь Гуруджи нам различные состояния ума, чтобы мы поняли, что ум может быть подобен обезьяне, может быть одержим деньгами, может быть в стрессе, может быть и гневным и прочие состояния. Are you understanding? Все ли понимают? Let us go a little deeper. Take an example of money-mindedness. Давайте глубже теперь пройдем и возьмем в качестве примера ум, который одержим деньгами. So I need to reflect on the contentment from simple living over chasing the wealth for status. Sorry, Guruji, contentment over chasing. So my mind is chasing for the wealth. That is what the money-mindedness. But why it is chasing for the wealth? Because of the status and recognition. So through my thinking, I have to separate that money-mindedness, chasing over the wealth, from the recognition, from the status, from the peace. То есть здесь такой ум, который одержим деньгами. Почему он так работает? Нам нужно понять, что он желает принятия в обществе, чтобы его заметили. Он желает богатства, но нам нужно разделить в уме эти понятия признание, мир и богатство. Then I have to think that, is the money a permanent thing in my life that can offer me the peace and happiness? Затем мне нужно задать вопрос, а действительно ли деньги являются постоянными в моей жизни, и могут ли они мне дать мир и счастье? Do I violate the society? Do I have a greed for the money? I have to think of that. I have to bring in my mind those thoughts.
Есть ли у меня какая жадность, определенная жадность по отношению к деньгам? Я должен это обдумать. So those people who think that by listening to me, if they think that, so should I stop earning money? Then you are not a seeker. You have not understood the previous lessons. А если кто-то из слушающих подумает, что я должен тогда перестать зарабатывать деньги, то такой человек не является искателем. Это признак того, что он пропустил и неправильно понял предыдущие занятия. I'm living in states, I have to earn money. Minus greed, minus social violations, minus constantly chasing the money. I'm still earning the money. Where is the problem? Вот Гуруджи живет в Штатах, и он должен зарабатывать деньги, но из этого зарабатывания он исключает жадность, исключает какие-то общественные нарушения, то есть зарабатывает деньги легальным способом, и тогда нет никаких проблем. So because I have already given you so many points, which is minus. So what happens? I'm always rich. Even if I have $100, I'm always rich. И Гуруджи здесь привел те вещи, которые нужно отминусовать от зарабатывания денег. И если их отминусовать, то тогда человек всегда будет богатым даже с сотней $100. So what happens? Mind has a sense of contentment. Что происходит? В уме возникает чувство удовлетворения. Day before yesterday, I joined one party on Mondays and Thursdays session. She supports me for all the group, all the people who joined. На прошлой неделе, позавчера Гуруджи был на вечеринке, и эта вечеринка была организована женщиной, которая спонсирует занятия, которые Гуруджи проводит в понедельник и в четверг для всех, кто занимается. So I gifted her one Rudraksh mala and she started asking me how to do it, how to practice the japa. Гуруджи ей подарил четки, и она задала вопрос, как практиковать с помощью них, как заниматься медитацией с четками. So today, just after this session, I'm going to her to gift her 3 more rosaries so that she can practice with her partner. Сегодня Гуруджи идет снова к ней и подарит ей еще 3 четок для того, чтобы она могла практиковать вместе со своим партнером. So in a professional life, I'm giving 3 malas, so let me charge money. It never came to my mind. Contentment. И с точки зрения профессионального поведения никогда Гуруджи не приходило на ум взять деньги с человека, которому он дарит четки. Это признак удовлетворения, в котором находится ум. Now see, purely intellectual method that can be applied anytime, in any situation regarding the money-mindedness. Это чисто интеллектуальный метод, который можно применить в любой ситуации, в любое время по отношению к уму, который одержим деньгами. First, recognize where the focus of mind is. Первое, нужно заметить, на чем сфокусирован ум. She's a good seeker. She asked me a question. But I said, no, let me offer little more than the answer.
Она хороший искатель, она задала хороший вопрос, но Гуруджи решил предложить ей что-то большее, чем просто ответ. Second, you have to think, identify the inner problem, here and now. Второе, нужно найти внутреннюю проблему здесь и сейчас. So the problem isn't really the money itself, but my mind is attached to the money, getting obsessed with the money. Let me extract something by charging something from the mala. Проблема ведь не в самих деньгах, а в том, что ум одержим этими деньгами, он думает, что я могу заработать какую-то лишнюю копейку за эти четки. Pay attention. I subjectify the wealth rather than seeing it objectively. That is causing the problem. Здесь нужно быть внимательным. Я пытаюсь наделить богатство какой-то субъектностью, вместо того, чтобы рассматривать его объективно. If you don't understand, you have to listen to this talk again and again, maybe 100 times. Кто не понял, тому слушать это снова и снова 100 раз минимум. Third question, this is the process of contemplation and reflection. Third is that see the one with the problem is me. I am hurt. So me is the problem. Нужно понять, что проблема во мне. Мне больно, это значит, что проблема во мне. Who is struggling with the money attachment? Me. And that is why, I want to grab it. Who is this? My ego self. Кто борется с привязанностью? Это я, это мое эго. Fourth point. So once by thinking, I objectify the wealth using thoughtful reflection. What happens? My emotions changes, I'm free. Четвертое, если я с помощью размышления объективно подхожу к богатству, то тогда мое мышление становится свободным, мои эмоции освобождаются. And what is the fifth point? Once you have contemplated in these 4 steps, you experience the calm and the contentment in that moment. You are free. There and then. That is what Buddha says right knowledge is. Пятое, это если я так по этим 4 шагам буду размышлять, то тогда я испытаю покой и удовлетворение, и здесь и сейчас, и это то, что Будда называет правильным знанием. So I gave a physical example. Now come to what to do with anger, agitation, and the stress, and even the heart. Гуруджи дал практический, материальный пример, а теперь давайте посмотрим, что делать с гневом, с раздражением и с болью. I'm hurt. I'm angry. So I go with what do I go? I go with the hard mentality. What the hard mentality is? No, if I suppress the anger, then, I have more problem. Have you thought of it? What do you mean by suppression and release? Мне больно, я испытываю гнев, и я думаю, что если я буду подавлять этот гнев, то у меня еще больше проблем тогда возникнет. Но размышлял ли я об этом и понимаю ли я, что именно, как именно я понимаю, это подавление или освобождение? I gave you an example. You are angry over me and your mind says, no, slap this beard guy. So you slap me. You wake up in the morning and you are hurt by your dad and you want to abuse because you want to release the anger. So keep on releasing the anger.
See what happens. Гуруджи уже дал пример, что если кто-то хочет высвободить свой гнев, то, например, на Гуруджи он может ударить Гуруджи. Если кто-то злится на своего отца, он может пойти и побить своего отца. Сколько раз такой человек это будет делать? Are you understanding? Все ли это понимают? So anger, hurt, agitated mind, where the focus is. Can you tell me? Итак, гнев, раздраженный ум, боль, на чем здесь мы сосредоточены? Есть здесь фокус? Можем ли мы ответить? I have to become aware. The focus is outside on a situation, on a person, on a relation. Why? Your desire is not fulfilled. Я должен осознать, что фокус здесь находится снаружи, на человеке, на ситуации, на событии, на уме, который не удовлетворен. So where the focus is clear. Now where the problem is, it is in my mind or it is in the mind of others or in a situation. Итак, на чем мы сосредоточены, понятно, на чем-то внешнем. А где проблема находится? Проблема находится в моем уме или же в других? So should I deal with the person who hurt me or should I deal with the problem where it is located? Итак, я должен разобраться с человеком, который мне сделал больно, или я должен разобраться с проблемой там, где она находится? Are you understanding? Все ли понимают? Spirituality is not a joke. Духовность это вам не хухры-мухры. And now, so we discussed two problems: where the focus is and where the problem is. Итак, мы затронули тему, на чем мы сосредоточены, с одной стороны, а с другой стороны, где находится сама проблема. Who has the problem now? The third question. А теперь третий вопрос. А у кого вообще проблема? Me. But why? I subjectified the situation. I subjectified the person. That he or she or the situation has not fulfilled my desire. That is why I am hurt. That is why I am angry. That is why I am agitated. Are you understanding or not? Tell me. Проблема у меня, проблема в том, что я делаю субъектным этого человека, делаю субъектной свою реакцию на то, что этот человек не удовлетворил какое-то мое желание, что-то не сделал того, что я ожидал. Все ли это понимают? Three questions I addressed. Now ask the question what? If I drop the desire and if I drop that person which I subjectified, will there be a problem in my mind? Мы задали три вопроса. Теперь еще один вопрос. Если я уберу, если я не буду делать субъектным этого человека, который мне причинил боль, то останется ли проблема? Will you need to suppress your anger or agitation, or would you like to stay alone? Means loneliness. No, mind will drop ego, anger, and hesitation there and then. Останется ли у нас желание подавлять этот гнев или наоборот его высвобождать? Нет, он станет спокойным здесь и сейчас. No, I understand it, but your question, you may ask your question, what to do and how to do it. Мы скажем, ну да, мы это все-то понимаем, но следующий вопрос мы зададим, как же это все сделать, реализовать на практике. Answer is objectify it by thinking and feeling. That is what the yajna is. Ответ это посмотрите на это объективно с помощью размышления и с помощью чувствования.
Об этом и говорит Яджна. In a simple language, I separated I, which was getting hurt or angry. I separated the person, the relationship, the situation from me or the ego. Where? In my head. So the hurt is gone, anger is gone. I need not to suppress it, I need not to release it. Если простыми словами, то я должен отделить себя от своего эго. И тогда и гнев, отделить в своем уме. И тогда и гнев уйдет, и негативные эмоции уйдут, и мне не нужно будет их не подавлять, не высвобождать. I answered what to do and how to do it. And again your minds ask how. This is what is the change of attitude. Гуруджи сказал, что делать, а ум все еще спрашивает, как делать. И это признак того, что у нас изменилось отношение. So your mind, your intellect kept on thinking, reflecting on it, and it got associated with a positive emotion. Oh, anger, hesitation, and hurt has already evaporated. You need not to suppress, you need not to release it, my friend. Ум поразмышлял, подумал, нашел какую-то позитивную эмоцию, гнев, испарился, и не нужно его не подавлять, не высвобождать. What will happen then? Что тогда произойдет? Are you asking what will happen to the other person? Then you are not a seeker. Что произойдет с другим человеком? Если кому-то приходит в голову такой вопрос, то вы не искатель. The journey is about the self-discovery, not the other's discovery. Whether it's your daughter or husband or wife or anyone. Этот путь для меня, а не для кого-то другого. Будь тот кто-то другой, ваш муж, жена или другой близкий вам человек. What will happen in you if you are the highest level of a seeker? Что в вас произойдет, если вы искатель наивысшего уровня? You will go to that person and say sorry, because I feel that I hurt you. Can you explain me to change my attitude? I will do the best. Я тогда пойду к этому человеку, и я попрошу прощения, и я спрошу, что я могу сделать для того, чтобы изменить свое отношение. Я постараюсь, как смогу. Do you dare to say this even to your youngers or equal or olders? Есть у вас такая смелость сказать такое даже людям, которые младше вас, и которые одного с вами возрастом, или старшим людям? If you say this, my friends, you become the highest level of a seeker. Arman, you raised that question in the last week also. Если вы так поступите, то тогда вы станете искателем наивысшего уровня. Это ответ на вопрос Армена, который он поднял на предыдущем занятии. Your body, your mind will be filled with the calmness and the joy, here and now. Ваше тело и ваш ум будут наполнены покоем и радостью здесь и сейчас. How many of you have the guts to say this? У кого из нас достаточно смелости сказать такое, попросить прощения? If you have no guts, ego is still working. And you are talking to me to how to get rid of this? Если нет такой смелости, это значит, эго все еще работает. И вы спрашиваете, Гуруджи, как от этого избавиться? I understand.
Все ли понимают? These are not written in the text. It comes by the experiences of a teacher. Этого всего в книгах не найдешь. Это из опыта учителя. I have to think. I told you, attitude has two elements. I have to consciously think. Я должен думать осознанно. Гуруджи сказал уже, что отношение состоит из двух компонентов. And I have to watch if my conscious thinking is changing my feeling and emotions at the same time. И я также должен наблюдать, меняет ли мое размышление мои эмоции и чувства. Why we are doing it to purify the mind, but why we want to purify the mind? To awaken to the real self. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы очистить свой ум. А для чего мы очищаем свой ум? Для того, чтобы пробудиться к истинному я. But before we awaken to the real self, our personal life, our professional life, our family life, our social life has become so good and better. Но даже еще до момента, пока мы пробудились, наша жизнь в обществе, в семье, на работе становится намного лучше. If you have understood, very good. Understand it again. I'm going to repeat it in a different way. Если кто-то понял все сказанное, хорошо. А если нет, то Гуруджи попробует с другой стороны подойти к объяснению. You are angry, you are hurt, you are agitated, you are stressed. Ask 5 questions, starting with W plus H. How? Если мы злимся, если нам больно, если мы расстроены, то тогда нам необходимо задать 5 вопросов, которые начинаются с почему и как. Who is getting angry or hurt? First question. Первый вопрос – это кому больно или кто злится. It is my ego self, my I, that feels offended or upset when expectations are not met. Are you clear? Это мое эго, это то, что мы называем «я», которое расстроено или злится, когда его ожидания не оправдываются. Are you clear? Всем ли понятно? What is the second question? What is the root cause? Второй вопрос. Какая причина, основная причина? Let me rephrase the question. Is the real cause of anger outside, situation, people? Давайте перефразируем вопрос. Причина находится во внешнем мире? Это ситуация, или люди, или события? What is your answer? No, you hurt me. You abused me. Какой ваш будет ответ? Ведь мы так думаем, это ты мне причинил боль, ты надо мной издевался. No, the true source of anger lies in my own unfulfilled desire and expectations. It has started inside my mind. Нет, источник этого гнева и боли находится в моих неудовлетворенных желаниях и в моих ожиданиях, которые находятся внутри меня, в моем уме. Are you clear? Все ли это понимают? Ask the third question. When does anger arise or when I get hurt? Задайте третий вопрос, когда возникает гнев или когда мне больно. Let me rephrase the question. In what scenario does anger or the hurt frequently show up to me?
Давайте еще перефразируем вопрос. В каком случае гнев или боль я испытываю наиболее часто? Answer. Think of it. When something blocks what I want, when people don't believe as I expect them to be. Если мы подумаем, то мы ответим, это происходит тогда, когда то, чего я хочу, я не получаю, когда люди ведут себя не так, как я ожидаю или как я того хочу. You are my son. I expected you to pass the examination, but you failed it. You see the expectation? Ты мой сын, я ожидал, что ты сдашь этот экзамен, а ты его завалил. Видите здесь ожидание? So I don't take care of the son who is meeting lot of mental and emotional challenges. But you know, what is my problem? My problem is my recognition to the neighbor. You see that my son. Поэтому я не забочусь о сыне, у которого есть множество своих различных сложностей. Моя основная забота – это о моем статусе, чтобы выглядеть хорошо в глазах моих соседей, например, которые должны видеть, какой умный у меня сын. Arman, this is the way of contemplation and reflection. Вот для Армена вот именно так стоит размышлять и обдумывать. Although anyone can ask any damn question, what's the problem? Ну, любой может задать любой вопрос. Before asking the question, I should be very clear what I'm seeking by asking the question. Прежде чем задать вопрос, мне должно быть предельно ясно, чего я хочу достичь или чего я ищу, задавая этот вопрос. Are you clear? I have asked 3 questions. Now fourth, why drop the anger story? Всем ли понятно? Гуруджи задал 3 вопроса, теперь 4-й вопрос. Зачем от гнева избавляться? No, I will take up that question later. The next 4th question should be, where does the anger take me? Нет, мы этот вопрос разберем чуть попозже. А вопрос, который сейчас нужно задать, это where does the anger take me? Yeah. Куда меня ведет гнев? Anger, hurt, where it takes me. Give me 3 benefits. Куда меня гнев ведет? Назовите 3 преимущества гнева. Don't be in a hurry, Arman. First, listen completely. Contemplate and reflect. I told you before and you are ready to ask the question. Не спеши, Армен, поднимать руку. Сначала подумай, и Гуруджи уже тебе давал раньше наставление, прежде чем задать вопрос. Whether question is this much or this one, first understand the entire scenario. Даже если это очень маленький вопрос, сначала нужно понять, всю картину увидеть, прежде чем задать даже маленький вопрос. So 4th question, where the anger takes me when I hold on to my anger, hurt and resentment, it gives me more pain, it gives me strained relationship, it is destructive reaction that I later regret all the time. Так, ответ на этот вопрос, куда ведет меня гнев, это он мне причиняет еще больше боли, еще больше проблем в отношениях, то есть пользы никакой от него нет. And now the next question, which I spoke earlier, why to drop the anger story, heart story created by my own mind? И теперь последний вопрос, который Гуруджи перед этим озвучил, это зачем вообще избавляться от этой истории гнева, истории боли, которая написана моим умом? Can you tell your mind, anger story, heart story, my mind, you have given me a good story of anger and the heart. I don't believe you. Можете ли вы сказать своему уму,
Ум, ты написал хорошую историю моего гнева и моей боли, но я тебе не верю. Where the anger goes now? Куда теперь уйдет I don't гнев? believe in your heart story. Я не верю в твою историю боли. You need not to suppress or release it. Тогда не нужно будет подавлять или высвобождать. If you did not understand, I will continue to talk about. Now the next question, how can I transmute that anger? Если кто не понял, Гурджи продолжит объяснять. Теперь следующий вопрос, как я могу преобразовать этот гнев? Let me rephrase this question. What practical, mental and emotional shift can help me transform the anger when it starts? Давайте еще преобразуем вопрос, поменяем вопрос. Какой сдвиг эмоциональный, ментальный, умственный мне поможет преобразовать гнев в момент, когда он возникает? I separated my anger in the heart from a person, from a situation, from a relationship. What is this process? It is change in attitude. Я отделил гнев от ситуации, от человека, от события. Это и есть процесс изменения отношений. Your anger in the heart is replaced with understanding, with the wisdom. That is what the change in attitude. Мой гнев заменен на мудрость. Это и есть изменение отношений. Recognize where the focus is. Нам нужно заметить, на чем мы сосредоточены. See the inner problem in your mind. Увидеть внутреннюю проблему в уме. Admit my responsibility. There is no benefit of getting hurt. There is no benefit of getting angry. By anger, I cannot enter into happiness. I know it. I should know it. I should consciously know it. Принять мою ответственность за это, понять, что нет никакого преимущества, никакого профита в том, чтобы гневаться или чувствовать боль, чувствовать обиду и принять. So, dropping the stories created by the mind on anger and the heart means I objectify my anger. I am not subjectifying it. Избавиться от истории гнева, написанной моим умом, это означает, что я объективно отношусь к гневу, а не субъективно. What happens? By the entire process, I'm changing my attitude, means the thought plus the emotion. Что тогда происходит? С помощью всего этого процесса я меняю свое отношение, имеется здесь в виду мысль и эмоция. Because I have changed the thought, now I feel my emotions and the feeling have changed, and now I have to practically express it to the person where this thing happened. Я поменял свои мысли, изменились мои эмоции и чувства, а теперь я должен на практике это выразить по отношению к тому человеку, с которым этот инцидент случился. Result: calmness, peace, and the joy. В результате мир, покой и радость. If you have understood, very good. If you have not understood, that is also very, very good. Кто понял, хорошо. Кто не понял, еще лучше. Pay attention how
the seeker undertakes the journey that is 90% internally. I think, I contemplate, I reflect, and then I translate that into an action. No, I'm sorry, I hurt you yesterday. I'm extremely sorry. Even if you are wrong, even if you are right, someone is hurt. Do you dare to say that? No, I will think over. Будьте очень внимательны к тому, каким образом искатель идет по пути. 90% всех изменений происходит внутри искателя с помощью размышлений. И затем, когда эти размышления произошли, то они выражаются в действиях. Когда искатель, например, подходит к человеку и просит прощения, даже если он был прав. Хватает ли у нас смелости сделать так? So when you said, I will think over, your ego is working. You are making me fool. А если мы отвечаем, я подумаю над этим, то это означает, что наше эго здесь работает, и если мы хотим обмануть Гуруджи, то не получится. Sorry to say, you are not making me fool, you are making fool to yourself. И здесь такой человек не Гуруджи обманывает, он самого себя обманывает. That is the role of Yajna in our life. Вот какова роль яджны в нашей жизни. I will talk about the hard mentality. I will talk about strong likes and dislikes mind, how they trap us and how they put us into ignorance and we continue to suffer. Гуруджи еще поговорит об этой боли, об этой ущемленной личности, как она ведет нас к страданию. Об этом позже поговорим. Now let us take a question from a wise person, Arman. Теперь мудрый человек Армен может задать вопрос. You wanted to ask a question. Understand it clearly, the entire process. And you start thinking in your head. I'm not saying you have to practice this very thinking. Changing the emotion is what the attitudinal change is. Гуруджи утверждает, что мы должны размышлять. Это размышление, это и есть изменение отношения, о котором говорит Гуруджи. Anyhow, you all are seekers because you tolerate me and listen to me. Уже за то, что мы терпим Гуруджи и слушаем его, нас можно назвать искателем. But I have to raise my level of seeker. I have not to remain in kindergarten. I have to move into middle school, high school, bachelor's, master's, PhD. That is the process of awakening. Но мне нужно развиваться дальше. Я не должен останавливаться на уровне детского садика в искательстве. Я должен пройти и среднюю школу, и институт закончить, и затем защитить кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию для того, чтобы достичь пробуждения. Yeah, according to my understanding, I made it very simple in two scenarios. Anger, heart, agitation, and the first scenario was money-mindedness. So once you recognize, I have a strong likes and dislikes mind, let me set, create a thought process, change the emotion, be free. That is what the yajna is. It purifies your mind and helps you to rise. В соответствии с своим собственным пониманием Гуруджи попытался это объяснить в двух сценариях, что когда мы замечаем некую негативную эмоцию, мы ее меняем, он объяснил, как мы это делаем, и наш ум освобождается.
That is all for today. Please think. Then only you can become a seeker. And that is all for today. На сегодня все. Пожалуйста, думайте. Только таким образом мы можем стать искателями. Namaste to Arman 2 times. And to you all only once. Армену намасте дважды, а нам всем только один раз.